Всем привет, дорогие друзья! Посмотрите, какой у меня есть кулон. Гелиотис, это ракушка. И посмотрите, какая обратная сторона. Не менее красивая, да? Тоже можно носить кулон и этой стороной, и этой. Здесь по краям приклеены стразики. Кулон 6,5 сантиметра на 4. Очень красивый. Здесь бейл совсем простой. Я поменяю его на более изящный, со стразиками. Конечно, я долго подбирала материал, чтобы сделать украшение. Сначала я планировала вот такие бусины ставить в украшение именно с этим кулоном. Но мне кажется, они такие крупные, большие, будут здесь не очень красиво смотреться. Но и какие бусины я подобрала к этому кулону, посмотрите, как смотрится флюорит. Мне кажется, неплохо будет, если я поставлю эти бусины. Посмотрите, цвет хорошо подходит. И, конечно, между бусин надо придумать что-нибудь интересное поставить, так как здесь фурнитура должна, наверное, быть все-таки под серебро, так как здесь и петелька серебряная, ну и я думаю, будет серебряная фурнитура здесь смотреться неплохо. Есть у меня вот такие 4 бусинки остались от прежнего украшения. Они всего лишь сантиметр бусинки. И я думаю, с двух сторон по 2 бусинки поставить в поддержку так кулону, да? И будет неплохо смотреться. Очень давно вот этот кулон давным-давно покупала, тоже на сайте Алиэкспресс. И вот ношу его на цепочке. Цепочку, по-моему, тоже я на сайте Алиэкспресс покупала. Это нержавеющая сталь. И вот посмотрите, года 2 уже ношу. И ничего не случилось. Она даже не стерлась и не поржавела. Вот хорошее качество. И очень люблю этот кулон. У меня и серьги есть наподобие кулона. И кольцо есть. Очень нравится мне в таком стиле украшения. И здесь тоже обратная сторона неплохая. Ну, конечно, здесь покрасивее. Посмотрите, мне кажется. И я решила все-таки сделать украшение со съемным кулоном, чтобы можно было перевернуть кулон и носить обратной стороной. Ну и, конечно, нужно подобрать было мне еще и бусинки к этой стороне кулона. У меня есть вот такие бусинки, это 8 миллиметров. Тоже ракушка, я недавно их, по-моему, показывала в распаковке. И здесь тоже есть такие вкрапления, как и на кулоне. Я думаю, неплохо будет, если перевернуть кулон, и носить можно вот так украшение. Поэтому у меня украшение будет трансформер. Фурнитуру я подготовила всю в серебре. Вот такое колечко, карабин. Вот так раскрывается. И здесь есть стразики. Ну вот в поддержку и к кулону будет вот такой карабин, чтобы можно было снимать кулон, переворачивать. Вот такой бейл я подобрала. Он хорошо проходит на карабинчик. Вот так, я думаю. Ну и буду бусы собирать на тросики и ставить вот такие вот застежки, чтобы можно было бусы тоже и по отдельности носить. На каждые бусы по застежке у меня будет. Ну и, конечно, надо проставить, чем-нибудь проставить бусины. Может быть, гематитовыми бусинами я буду проставлять под серебро. Посмотрю, что будет лучше подходить. Сюда, конечно, наверное, серебряные поставлю. Ну, а здесь еще думаю. Есть вот такие у меня кубики красивые. Тоже неплохо подходит, да, к кулончику. Но не знаю, может быть, несколько поставить таких бусин. Если их на все украшение ставить, я буду будет это, наверное, чересчур уже блестящее. Или, может быть, есть у меня бисер. Может быть, и бисер поставить между бусин. Он хорошо по цвету сочетается, мне кажется. Так, знаете, поставить, если... Ну, это надо смотреть, опять-таки, когда начинаем собирать украшения. Есть у меня еще побольше бусинки. Это у меня 8 миллиметров и 10 миллиметров. Вот несколько бусин у меня есть. Можно еще поставить. Вот эти, может быть, темные я
не буду ставить. Ну, вот такая у меня задача сегодня. И начну делать, ну и буду вам процесс показывать, конечно. Вот так я набрала бусины перламутровые. Здесь проставила вот такими гематитовыми бусинками. Шапочки из нержавеющей стали. И маленькие гематитовые. Их практически не видно, они так сверкают красиво. И вот так прикрепила застежку. Есть у меня вот такие обжимные бусинки. Вот эти 5 миллиметров и 4 миллиметра. Это нержавеющая сталь, а это с родиевым покрытием. И вот посмотрите, как лучше подходят вот эти шапочки обжимные. Нержавеющие здесь не очень блестят, так как здесь застежка более блестящая, поэтому я буду ставить вот такие. Теперь я набираю кримп. Кримп у меня тоже из нержавеющей, по-моему, стали я покупала. Потом бусинку. Бусинка немножечко со сколом. Я ее буду закрывать застежкой. Застежка хорошо становится на бусинку и закроет немного скол. Ну, а здесь будет обжимная бусинка. И теперь нужно продеть в отверстие. Здесь есть перекладинка, в которую потом надо прикрепиться. И обязательно надо смотреть, чтобы вот эти застежки смотрели стразами в одном направлении, не перекручивались. И проводим тросик обратно через перекладинку. И тросик уже там будет держаться. Теперь надо попасть в кримп и в бусинки. Это уже как вы любите. Проводить тросик далеко или сразу обрезать. Я немного люблю провести тросик подальше. Бусин на 3, если позволяет тросик. Ну, вот еще одну бусинку я проведу и хватит. И теперь нужно поставить застежку именно вот так, чтобы она не перекручивалась. Подтянула я хорошо, и здесь оставляем вот примерно для обжимной бусины расстояние. Ну, конечно, чтобы бусики лежали пластично, не стояли колом. И зажимаем хорошо кримп. Ну и теперь можно зажать обжимную бусинку. Эти бусинки очень плотные, тугие, поэтому аккуратно я сейчас зажму бусинку. Вот так я закрыла бусины, поставила застежки, очень даже красиво смотрится. Вот так они ровненько будут лежать, именно стразиками вверх. Если перекрутите, оно будет тянуть, перекручивать все равно. Так что надо хотя бы ровно ставить, когда закрываем кримпы. Ну и теперь я буду набирать вторую нить из флюорита. И длина у меня должна быть такая же, я думаю. Или немножко, наверное, подлиннее. Вот, посмотрите, украшения. Вот так можно носить. Еще бейл мне нужно поменять. И сейчас флюорит буду набирать. Видите, ниточка коротенькая, и надо мне ее увеличить. Поставила бисер, но что-то мне не очень он нравится. Он сливается с бусинками и как-то скучно. Я думаю все-таки поставить проставочные гематитовые бусинки. Вот эти, как я и здесь ставила. Сейчас попробую. Украшение готово. И вот так получилось у меня. Интересное, разборное, трансформер. Можно миксовать, как вам нравится. Можно убрать вот эти бусики и носить просто с флюоритом. Вот так носить можно. Можно наоборот подвесить и переставить кулон. Я думаю, ничего страшного, если кулон будет перевернут и здесь не будет стразиков. Ничего страшного в этом нет. Можно убрать флюорит и носить так. Отстегивается все. Замочки работают хорошо. И вот так можно носить украшения. Можно вообще без кулона носить, снять с колечка и просто носить украшения, бусики по отдельности. Можно вместе. Тут уже как кто пожелает. Жаль, что у меня нет кулонов именно в серебре. Можно было подвесить любую ракушку интересную.
вот к этим бусам. Но в серебре у меня, к сожалению, нету. Или можно даже кулон отдельно носить. На цепочке, как я вам показала уже вот эту цепочку, она проходит в бейл неплохо. Можно, вот видите, она проходит. И можно на цепочке носить кулончик. Тоже вариант такой. Очень хорошая цепочка. Вот оставлю ссылку. Она гладенькая. И вот посмотрите, до сих пор она у меня в таком же состоянии, как я ее и покупала. Ну а флюорит можно тоже носить бусики отдельно и подвесить тоже кулончик. Например, вот такой. Но опять-таки у меня здесь бейл под золото. Можно и вот так носить украшения. Вот столько вариантов ношения украшения. Напишите комментарий, мне интересно всегда ваше мнение, понравилось вам или нет. Ну а если понравилось мое украшение и видео, поставьте мне пальчики, мне будет очень приятно. И не забывайте подписываться на канал Дзен, чтобы нам не потеряться, на всякий случай. Ну а у меня много интересного впереди, подписывайтесь на канал. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч, всем пока!